Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И в предыдущем видео я вам рассказала, как связать вот этот вот потрясающий узор спицами. И я надеюсь, что многие уже его связали. Но скажу честно, в том видео я немножко накосячила. Смотрите, я перевязала образец, связала его от резинки. И здесь даже дело не в том, что я вяжу от резинки, а в предыдущем видео нет. Здесь дело в том, что я вас ввела немножко в заблуждение и предложила вязать вам с установочным рядом и с рядом закрытия. И набрала число петель только на петли, а накиды не учла. В этом видео я хочу исправить все свои ошибки. И в этом видео, вот в этом образце, я уже набираю число петель и для петель, и для накидов. Вот так. Поэтому смотрите, здесь край стянут, но потому что здесь явно мало петель. А здесь с краем все отлично, все нормально. И резинка плавно перетекает в основную вязку. Поэтому давайте я сейчас все переделаю и расскажу вам заново, как вязать этот узор уже правильно, красиво, чтобы край не стягивался, чтобы было возможно связать настоящее изделие, которое можно носить. Итак, для узора я набираю число петель кратное 4 плюс 2 петли симметрии. Смотрите. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 2 петли кромочных, конечно же. Раз, два. И перехожу к вязанию резинки. Ну, допустим, если вы будете вязать свитер, шапку или что-то другое, начнете вы это изделие всегда с резинки. Первую петлю снимаю и дальше вяжу резиночку. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. И так несколько рядов. На этом я заострять внимание особо не буду. Итак, несколько рядов резинки я связала и перехожу к вязанию уже самого узора. Начинать его вязать я буду с изнаночного ряда. Первую кромочную снимаю и дальше работаю практически по узору, по изнаночным рядам узора. Да? Здесь каждая петля считается как за петлю. И добавленных петель из накидов я делать не буду. Как же это будет вязаться? Смотрите. Начинаю с 3 вместе. Первую снимаю, как лицевую. Дальше 2 вместе лицевой и первую накидываю на эти провязанные петли. Следующую снимаю как изнаночную с накидом. Опять снимаю как лицевую, 2 вместе лицевой. И получается, что я вяжу 3 вместе лицевой, но центральная из этих 3 петель становится самой дальней. Опять снимаю с накидом и 3 вместе лицевой. Так. И последняя петля, снимаю ее с накидом и кромочная. Кромочную я вяжу лицевой. Вот он, первый ряд, это была изнаночная сторона. Переворачиваю изделие и перехожу к вязанию второго ряда. Второй ряд, лицевая сторона. Здесь опять-таки работаю сразу по узору, да, ну здесь и понятно. Делаю вот из этой конструкции, из петли, снятой с накидом в предыдущем ряду, я вывязываю 3 петли, 3 лицевых. Раз, два, 3. Ну, очень надеюсь, что вы посмотрели мое предыдущее видео, и все это вам уже знакомо. Следующая петля просто лицевая. Раз. И чередую так. 3 лицевых. Раз, два, 3. И 1 лицевая. Раз. Снова 3 лицевых. Раз, два, 3. И 1 лицевая. Последнюю кромочную я провязываю лицевой. Вот так получается. И опять третий ряд нечетный,
изнаночная сторона. Кромочную снимаю не провязанной. И дальше работаю точно так же, как в первом ряду, только в шахматном порядке относительно него. Начинала я с 3 вместе, затем была снятая петля. Здесь делаю наоборот. Начинаю со снятой петли, вот так, и дальше делаю 3 вместе лицевой, так, чтобы центральная стала самой дальней ко мне. Первую снимаю как лицевую, 2 вместе и снятую петлю накидываю на провязанный. Опять петлю снимаю с накидом, да, и дальше 3 вместе лицевой, перекидом. Такой способ провязывания петель вместе называется перекидом. Снимаю не провязанный и дальше опять 3 вместе лицевой. И кромочную вяжу лицевой петлей. И последний ряд раппорта, 4-й, лицевая сторона. Кромочную снимаю и дальше вяжу следующим образом: 1 лицевая, 3 лицевых, 1, 2, 3. Повторяю так до конца ряда. 1 лицевая, 3 лицевых, 1, 2, 3. 1 лицевая, 3 лицевых, 1, 2, 3. И последняя кромочная тоже лицевая. Итак, 4 ряда узора я связала. Дальше возвращаетесь к первому ряду и повторяете с 1 по 4 ряд. И, соответственно, вы получите вот такой вот образец, да, где не стянут низ, не стянут край. И я рекомендую вязать таким способом. Рекомендую набирать число петель на накиды тоже. То есть рассчитывайте образец из 4 петель, не из 2, как я говорила в предыдущем видео. И теперь как выйти из этого узора. Вот я связала лицевой ряд, останавливаюсь перед изнаночным и выхожу следующим образом. Кромочную снимаю, это кромочная, снимаю ее не провязанной. Петли я вяжу, соответственно, изнаночными, а накиды буду вязать лицевыми. Просто перехожу на резинку 1 на 1, да? Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Ну и так продолжаю до конца ряда. И вот, посмотрите, провязала я несколько рядов по завершению этого узора резинкой. Начала резинкой, закончила тоже резинкой. Все хорошо, край не тянет. Спицы я ни разу не меняла на этом образце. И, по-моему, смотрится очень достойно. Так. Смотрите, вы спрашиваете, вязала ли я этим узором какое-либо изделие. Вот я только начала, я не такая быстрая. Набрала здесь резинку, число петель у меня с расчетом 4 петли в раппорте, да, накиды здесь я считаю, чтобы край не получился вот такой, потому что когда я сперва стала вязать вот по этому способу, я поняла, что у меня получается маленькая резинка и очень широкое полотно, и поэтому сделала вот на фиолетовой пряже немножко по-другому. Вот так получается. Край здесь тоже все ровно, нигде ничего не раздается в ширину, да, хорошо резиночка перетекает в основную вязку. Также могу отметить, что пряжа у меня одна и та же. Белая и фиолетовая — это одна и та же пряжа. Естественно, просто разные цвета. Но на белой смотрится шикарнее, скажу честно. Мне кажется, вы со мной согласитесь. Вот сколько пряжи я не перепробовала, то, как смотрится этот узор на белой пряже, это просто какая-то фантастика. А вот на фиолетовой, конечно, тоже красиво, но я не понимаю, то ли она все-таки чуть-чуть потоньше из-за того, что цвет другой. Вот не могу сказать, почему, в чем причина. Может быть, вы знаете, но белый выигрышный по сравнению с каким-то другим цветом. Я надеюсь, что вам понравилось это видео.
Не забудьте поставить ему лайк, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И небольшой анонс: в следующем видео мы обязательно свяжем этот узор по кругу двумя способами, чтобы он смотрелся так же шикарно, как вот на этой белой пряже. Большое спасибо за внимание. Пока-пока.